Привет, меня зовут Катерина Косихина, я художник из Санкт-Петербурга, и вы на моем творческом канале, где я рассказываю про жизнь художника и создание картин. Сегодня будет долгожданное видео про мою теперь самую любимую картину и, наверное, самую важную сейчас. Это подарок моему отцу на день рождения. Если вы досмотрите это видео до конца, вы увидите, как я подарила картину своему папе и их эмоции. Мы решили, что эта картина тоже войдет в экспозицию на моей первой персональной выставке, которая пройдет в городе Ижевске, начиная с 9 мая. Вы можете посмотреть экспозицию с 9 мая по 4 июня. Всех приглашаю. Небольшое предисловие. Мой папа профессиональный рыбак. Для него это любимая отдушина и любимое хобби. Я его прекрасно могу понять, для меня таким же служит живопись. Я как никто могу понять его желание проводить все свободное время за своим любимым занятием, и особенно, когда ты находишься в таких невероятных видах, как река Кама. Отец очень любит присылать нам красивые фотокарточки видов, которые он встречает, и подписывать их словами «Катя, твоя тема, надо нарисовать папочки». Это всегда очень мило, и мысль нарисовать ему картину в подарок достаточно давно была в моей голове. Прошлым летом в дом к родителям приехало достаточно много моих картин, и несколько месяцев назад папа сказал, что вот на определенную стену нужен определенный размер, и он бы хотел, чтобы я нарисовала ему картину. Размер нужен был 80 на 160, либо даже 90 на 180. Я согласилась и начала поиск холста. Оказывается, такой размер достаточно сложно найти, его нужно делать под заказ, и несколько месяцев я искала производителей, кто сделает не только холст, но и доставит его мне домой, потому что в мою машину такой размер бы точно не влез. В апреле я наконец-то получила холст, и он оказался просто огромным. Даже не ожидала таких габаритов. Я, конечно, понимала, что 160 это достаточно большой размер, но вживую увидеть это намного впечатляюще. Когда скинула в семейный диалог, семья такая, возможно, мы перестарались с размерами, не перестарался ли папа, но нет, план был такой, и размер был правильный. Также в этот момент у меня шла активная работа над экспозицией. Кстати говоря, если вы не смотрели все видео, как я рисовала свою экспозицию новую, вы можете посмотреть здесь по подсказке. И так как я писала, я решила, что я сначала распишусь на своей экспозиции как следует, раскачаю голову, руку, чтобы быть прям налегке, на потоке, и только потом приступлю к подарку папе. Думаю, все же на тот момент я оправдывала это неким страхом, что не было четкого плана действий, я не знала, как мне приступить к этому огромному формату. Ну, то есть и вообще идеи как таковой у меня тоже еще не было. Ну и в итоге, как всегда, я дотянула до последнего момента. Это уже шла 5-я неделя, и времени оставалось в обрез, так как картина в Ижевске уже должна была быть 30 апреля, в папин день рождения. Я села за разработку эскиза. Я взяла разные папины фотографии, которые он мне скидывал, которые он там хотел, которые ему нравились, и начала соединять в Procreate. Где-то брала фигуру, где-то брала пейзаж, где-то брала лодку, поворот головы и так далее. Все это соединяла в общую композицию, искала. Искала, как мне изобразить этот сюжет. Еще одна сложность была в том, что я не пишу портреты. Они у меня и не получаются, и не тянут меня так, чтобы я развивалась в них. То есть я просто не хочу развиваться в жанре портретов. Поэтому это было сложно, так как на папиной картине я хотела изобразить большую фигуру, близкую человека, самого отца. И сначала я решила, я смогу, я хотя бы попытаюсь нарисовать лицо. Спойлер, я все переделала. Это произошло потому, что свет, который я заложила в картину, это закат. Закат, и когда человек стоит против солнца и отворачивает голову от солнца, лицо находится в тени, в темных, таких глубоких цветах, коричневый, индиго. И портрет без такого-то света сложно написать. А тут, представляете, когда вы рисуете против света, и еще чтобы было похоже, и еще чтобы все родственники узнали, и там самому имениннику понравилось, это сложно. Поэтому я горжусь собой, что я попробовала, но в итоге вы увидите, что я все переделала, и это было правильным решением. Но лайк за старание можно поставить. После создания эскиза я начала перенос изображения на холст. Решила делать это через квадратную сетку, потому что рисовать на глаз у меня уже не было времени. Я знала, что когда на такой формат переносишь большой, есть все равно искажения, которые ты не попадаешь с первого раза, и вот времени на эти правки у меня просто не оставалось. Я перенесла изображение и решила в первую очередь заняться закатным пейзажем. В какой-то момент я поняла, что сетка, которую я начертила акварельным карандашом, очень сильно просвечивает через мой слой масла.
И я поняла, что тут одним слоем масла я точно не отделаюсь, это будет очень многослойный набор, что меня немножко расстроило, потому что каждый слой масла — это просушка, это тоже время. В следующий день я продолжила работу над небом, над водой, и в целом весь пейзаж у меня занял 3 дня. Думаю, как раз на третий день у меня произошел сильный кризис в этой картине. Я думала, что я ее не закончу, что я подвела всех на свете, что у меня не получается. Но такое бывает, такое тоже нужно пройти. Все же это моя самая большая картина, которую я писала когда-либо. После кризиса я решила плевать. Я хотя бы закрашу все так, чтобы у меня не осталось белых промежутков, ну, желтых промежутков. И отпустила голову, отпустила себя. Думаю, как будет, так будет. И я закрасила. И это помогло, потому что как только я увидела, что кусков белого цвета, там, желтого, давайте называть, не осталось, я в целом увидела картинку, я увидела, куда мне двигаться, я увидела, что нужно исправить, что переделать, и работа пошла. Единственным моментом, который продолжал меня очень сильно смущать, это было лицо, которое было направлено на зрителя, и я понимала, что даже после первой заливки мне не нравится, и после проработки мне тоже не будет нравиться. Хорошо, что я на эскизе заложила себе такой вариант и разработала эскиз, в котором лицо отца будет отвернуто от зрителя. Также я решила изменить направление удочки, потому что при первом варианте получалось, ну, зрительно, композиционно так, что папа как будто ловит тот дальний катер на удочку, когда оно так было. Было не очень красиво, поэтому я тоже решила поднять удочку наверх. После завершения работы я скинула сестре показать работу, потому что все-таки одна голова хорошо, но когда ты рисуешь несколько дней эту картину и прошел уже с ней кризис, ты немножко неправильно считываешь и композицию, и цвет, и всегда нужен взгляд со стороны. Я скинула сестре, она сказала, что все пушечка, все очень хорошо, ей очень нравится, и тогда я поняла, что, наверное, все, я движусь к финалу, мне нужно обработать боковушки, какие-то детали, финальные блики, и можно заканчивать, что я почти справилась. Оставалась одна проблема. Когда я перерисовала лицо, у меня остался предыдущий слой, где видна кепка и немножко лица, и мне нужно было это закрасить небом. Так как небо светлого цвета, а подложка под ней лица была темная, у меня закрасилось неплотно и просвечивал предыдущий слой. А картину должны были забрать уже на следующее утро, и она бы физически не высохла. Поэтому я приняла решение, что я упакую картину так, как она сейчас есть, и лучше встречу ее в Ижевске и втихую где-то докрашу, доделаю небо. Запаковать картину было еще тоже тем квестом. Очень сложно и очень волнительно, потому что как ее доставят, примут ли ее вообще на Почте России. В итоге упаковка была выше меня ростом и весила, наверное, килограмм 10 точно. Курьер ЕМС забрал картину, правда, пришлось вызывать грузовую машину, но, слава богу, все хорошо, и ее доставили через день уже в Ижевск в целости и сохранности. Мне оставалось только прилететь самой в Ижевск, доделать втихую картину и на следующий день подарить ее папе. Это было очень волнительно, но я чувствовала, что родителям понравится. В принципе, так и произошло. А еще меня всегда забавляет этот вечно удивленный вопрос: это ты сама нарисовала? Это ты сама нарисовала? Нет. Катя, ты что, Фото рисуешь? обои. Девочка какая. Я рада, что теперь эта картина останется с нами навсегда, и момент, запечатленный на этой картине, будет радовать нас в нашем доме. Вот такой получился подарок папе на 55-й день рождения. Ставьте палец вверх, если вам понравилась эта картина, и подписывайтесь на канал, потому что завтра у меня монтаж выставки, это значит, что видео будут выходить чаще, и они будут интересными. Ну и напоследок скажу, папуля смотрит мои видео, и я тебя люблю, пап.